Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что это пятницу, вечер. Вы настроились на нашу волну, и здесь будем обсуждать самое горячее, самое важное, самое сногсшибательное, что стало известно. Андрей Золотарев, известный украинский политтехнолог, Вот такие поможет во друзья, всем, уважаемые гости, подписчики моего канала. Всем большое спасибо, поможет что это разобраться. пятница, вечер. А, Вы настроились на нашу волну, и Андрей здесь Владимирович, самое горячее, самое, приветствую вас. самое сногсшибательное, что стало известно. Андрей Золотарев, известный украинский политтехнолог, поможет во всем. Всем большое поможет Андрей разобраться. Владимирович, Настроились на нашу волну, и здесь самое горячее, приветствую вас. добрый вечер. Самое сногсшибательное, что стало известно. Андрей Золотарев, известный украинский политтехнолог, поможет во всем. Всем большое поможет. Андрей Владимирович, вы слышите, Да, вы все в порядке? да. Я вас слышу, все в порядке. Да, у нас какая-то заминка произошла, такая, знаете, внезапная. Ну, я надеюсь, что все хорошо. Напишите, друзья, пожалуйста, по звуку, по видео, все ли в порядке, что как вам эти, как бы эти мхатовские паузы. Значит, у кого-то экран маленький, у кого-то еще что-то, что с эфиром, непонятно, что со звуком. В общем, друзья, как Слышу вас прекрасно. слышите прекрасно. Значит, так. Ну, какая-то, знаете, какая-то ерунда, но я думаю, что все преодолеем, по крайней мере, мне так кажется. В общем, можем начинать, да? Мне кажется, мне подсказывает, что все хорошо. Эхо звука. Сейчас эхо есть или нет? Кто там уже? Вот сейчас все хорошо. Спасибо, друзья, большое. Да, тут там, знаете, кучу понеслось в эфир разного звука. Ну, в общем, всем добрый вечер. Всем большое спасибо за то, что как бы вот это вот сумбурное начало пережили. И давайте начнем непосредственно с нашего сегодняшнего умопомрачительного дня или там месяца, который заканчивается. Впереди последний месяц осени. Поддержать можно через QR-код, который видите на экран. Супер спасибо, супер чаты. Благодарю всех, кто, в общем, знает, как это делать и делает. Если нет, то просто лайка достаточно. И, конечно, хороший, добрый комментарий. Он приветствуется. Начнем, пожалуй, с опроса нашего сегодняшнего эфира. Он такой. Если бы вы решали, то что нужно сделать с людьми, которые перевернули бусты ЦК на 7-м километре в Одессе? Ну и варианты. Наградить, отблагодарить, посадить, мобилизовать, ввести санкции, лишить гражданства. Вот такие варианты. Наш эфир сегодня называется «Республика 7-й километр», и как бы запахло этой республикой, потому что впервые массовый, жесточайший, конкретный отпор получили представители ТЦК. Давайте с этого начнем. Что думаете по поводу этих людей? Что бы вы с ними сделали, будь ваша воля? Ну и, конечно, как вы относитесь к подобным явлениям? Действительно ли что-то произошло, нечто переломное? Произошло то, о чем не раз говорил, о том, что беспредел будет сталкиваться со встречным противодействием с таким же беспределом. Как человек, ну, я, наверное, буду с большинством. Вот первая позиция. А вот как очутись я на месте кипера, главы военно-гражданской администрации, ну, наверное, все-таки бы наказал. Но при условии того, что были бы наказаны, например, те же ТЦКшники, у которых неделю назад, помните, был резонансный случай, ровно неделю назад, когда знакомый киевской журналистки погиб в Подольском ТЦК. Вот, ну, а теперь адвокат выяснил, что травмы были нанесены тупым предметом по голове. Это не падение с высоты собственного роста. Поэтому, когда, с одной стороны, право не может быть улицей с односторонним движением. Если закрывают глаза на бесчинство и беспредел ТЦКшников, то, соответственно, законы права умирают в такой стране. То есть это обычно первый признак того, что с государством что-то не так, и государство, если не при смерти, то в коматозе. Но у нас, судя по всему, пойдут по пути либо два варианта у одесских властей. Это либо устроить большой шмон на 7-м километре показательно, там, пройтись, установили, там 4 человека, вроде бы полиция рапортовала, что личности установлены, либо утереться. Но зная наших власть придержащих, они выберут вариант, безусловно, первый.
Вот. То, что это будет иметь негативные последствия, но это будет завтра. А сейчас им надо показать свою силу, свою власть, и они, думаю, будут действовать именно в этой ипостаси. Но это не только у нас. Ну, вспомните, был 7-й километр – это такой черкизон на минималках. Помните, в Москве был такой гигантский рынок, там, на котором 60 тысяч таджиков, китайцев, киргизов работало, принадлежавший такому экстравагантному миллиардеру Тельману Исмаилову. Ну что, под предлогом борьбы с теневой экономикой и поддержкой российской легкой промышленности его обнулили. Хотя это, по сути, была действительно республика Черкизон, которая жила по своим законам, как и 7-й километр. Но, кстати, хочу отметить то, что это не первый такой инцидент на 7-м километре. Просто предыдущий не получил такой огласки, такого резонанса. Но ведь наши журналисты обходят то, что произошло в Кременчуге, где задержали 50-летнего мужичка. Вот, а тот отпустите, или я за себя, как говорится, не ручаюсь. Ну, в итоге закончилось стрельбой и, не знаю, там, смертельное, но двое ТЦКшников были ранены. Достал пистолет и открыл огонь. Вот с этим будем сталкиваться, поскольку государство не хочет навести порядок в работе ТЦК, вот в этой коррупционной репрессивной машине. Ну, соответственно, люди будут стихийно этому противодействовать. Я думаю, это не последний будет такой прецедент. Смотрите, какая история. Люди вообще в своей общей массе тихонько на кухнях это все поддерживают, но публично это нужно, Да, конечно же, осуждать. естественно, А, естественно, заклеймят врагом народа, агентом Москвы и так далее. Нет, в Вот. том-то и дело, что это не агенты Москвы побили ТЦКшников. И Это не путинисты, это не сепары и ждуны, это не какие-то, понимаете, ну, то есть такие элементы, которые вот, понимаете, вот каждый раз, когда там выходит Никита Потураев и рассказывает, что это все искусственный интеллект, это же просто кладезь, то, что сегодня пишут люди в интернете об этом бусе, который перевернули и раздолбали, разбомбили. И понимаете, в чем дело? Ни один ТЦКшник там не пострадал. То есть никого до полусмерти не избили, никого не постреляли, ну, в общем, не покалечили, ничего. Их просто им наваляли, вытолкали, выкинули. И вся злость вот эта, да, на эту систему, она была направлена на этот микроавтобус. Вот вся злость. То есть там тоже очень грамотная история, понимаете? Очень грамотно поступили люди, потому что они не стали расправляться с ТЦКшниками. Смотрите. Да, это просто там будут... Так вот, шутки какие пишут. Это микроавтобус, он сам упал, эпилепсия у него. Упал, ударился, вообще его никто не трогал. Александр, вы забываете, есть такая статья «Противодействие ЗСУ». Вот. И по этой статье, ну, в основном такие условные сроки, но были случаи и реальные сроки, получали люди, которые обнародовали в телеграм-каналах местах, где работают вот эти мобильные блокпосты ТЦК. То есть, это, если посмотреть реестр судебных решений, смотри, он довольно часто используется. Поэтому люди есть, а статья на них найдется, учитывая нюансы, скажем, нашего гибрида дурдома и концлагеря, и в этом мне что-то мало сомнений. То есть по-прежнему будут рассказывать о том, что те, кто это все публикует, это, дескать, это вражеские нарративы и так далее, дипфейки. Может быть, дипфейки и есть, но так, ТЦК поставляет в избытке контент. Это главные контент-мейкеры. Вот, и ежедневно, ни дня не проходит. Но ведь в этом тоже есть какая-то определенная задумка. Ну, смотрите, быстро же разобрались с прилетами. И сейчас, например, если тяжелые прилеты по Украине, показывают только те прилеты, которые надо. Там, где бабушку достают из-под завалов, там, где там ребенок, не дай, ну, тяжелая ситуация, убит, например, да? Все нормально, хвост машет собакой. Помните фильм? Хвост машет собакой, главная картинка. И да, если, допустим, кто-то,
я или кто-то другой начнет публиковать результаты перелетов, то, опять же, статья. Придут, как говорится, журналисты в штатском. Вот, это без вариантов. То есть, соответственно, можно рапортовать о том, сколько сбили, там офигенный процент, умопомрачительный просто. Да, замечательно, только вот эти, тот процент, который долетает, пожары, попадания и полуразваленная энергосистема в результате. Ну и этот бывший футболист Милевский, который застрял в лифте, записал об этом ролик, все так Потому умилились. что каждые 10 минут надо проверять, да, графики. Нет, ну, вот у меня только что полчаса назад отключались. 10 минут блэкаута и снова включили. Ну, кто-то играет рубильником. Это тоже наводит на определенные мысли и вопросы, что же действительно происходит в нашей энергосистеме. Ну, не будем углубляться. Нет, Так можно почему? далеко Давайте зайти. углубимся. Смотрите, впервые зафиксировано от МАГАТЭ, что россияне начинают бить по подстанциям, линиям электропередач, которые питают атомные электростанции. Южноукраинская, Хмельницкая, Ровенская. В общем, там внештатные ситуации, ну, ничего военного, но вроде как проблема. Проблема, нужно там работать. Ну, имеется в виду, они, конечно, и так работают, обеспечивая, а тут надо вот прям прикладывать некоторые усилия. И это, похоже, такое начало планомерной отработки. Но если отключить украинские атомные электростанции, ну тогда что, каменный век? Ну, полного блэкаута не будет. То есть, понятно, я достаточно часто так пессимистически смотрю на перспективы этой зимы, но у кого-то генератор, у кого-то солнечные электростанции. То есть, полного блэкаута не будет. Но вот в прифронтовых городах, я имею в виду Днепр, Кривой Рог, Павлоград, Харьков, там будет жесткач. Вот. И судя по тому, что у нас все атомные электростанции ну, находятся все-таки центр-запад Украины, то такое ощущение, что энергетически страну разрезают напополам. И учитывая то, что вот эти для подстанций, которые высоковольтную электроэнергию от АЭС понижают до трансформаторы на 330 киловатт. Если их выбьют, их Европа и Штаты их не производят. Производят только Китай и Россия. Но я не думаю, что китайские товарищи подставят нам плечо. А это означает то, что да, электроэнергия будет, атомные электростанции в состоянии вырабатывать, обеспечить жилищно-коммунальный сектор, но если не будет инфраструктуры, по которой подать эту электроэнергию, если будут выбиты подстанции, то никакие там мобильные подстанции есть, там, ну, нам помогли, вот они эту проблему, безусловно, не решат. А это, да, вот не надо стрелять в атомную электростанцию, достаточно вывести из строя подстанции, которые... И, собственно, итог будет печален для энергосистемы страны. Вот, Ну, глядите, поэтому... мы же тоже, вот я это вспоминаю со Дня независимости. На День независимости 24 августа Зеленский, в принципе, и описал эту формулу происходящих дальнейших событий. Он так и сказал, что Украина не жертва, а боец. Если ты боец, то на пропущенные удары ты как бы не жалуешься, да, ты пытаешься нанести свои удары для того, чтобы в чем-то победить. Орловский НПЗ, ряд в Брянской области, по-моему, еще в Ярославской области, уже подстанции, то есть конкретно энергетические объекты, и фигурируют уже в сводках Генштаба и силовиков украинских ТЭЦ, ну, то есть электричество. Андрей Владимирович, ну, смотрите, как долго мы в эту игру сможем играть вдвоем? И фора-то понятно у России. Не очень долго. Понятно, что уязвимость Украины в этом плане на порядок выше. И да, можно сколько угодно рассуждать о том, что Украина боец, но когда хотел бы я видеть Владимира Александровича там на ринге, убедиться, что это действительно не написанные талантливым райтером слова, а красивые метафоры, а это действительно его реальная позиция. Вот. Ну, когда ты в безопасности, когда тебе, твоей семье ничего не грозит, то можно бросаться
высокопарными, громкими словами. Вот, но то, что мы видим, это и на этой неделе Борщаговка по полной программе ощутила, когда там у людей горели электроприборы, когда там явно был дисбаланс. Локально Борщаговка, Петропавловская Борщаговка под Киевом, там 87 вольт напряжения. Ну, долго ли сумеем держать? Еще же зима не началась, еще относительно теплое время. Сегодня 12 градусов тепла. А что будет, когда будет минус 12? Ну, трудно догадаться. Горе будет. Ну, по поводу бравады, я вам хочу сказать, мне сегодня вот стало впервые жутковато. Ну, давайте рассмотрим это как некоторый политический акт. Сегодня на фоне событий на фронте достаточно тяжелых и ситуаций, которые ухудшаются и в Покровске, и в Купянске, но тем не менее нам говорят, все хорошо, все там, враг не пройдет, подброшены резервы, как бы притянуты новые силы. Путин говорит, давайте журналистов запускать, ну пускай заходят в котел. Украина говорит, нет, не запустим, ни в коем случае, потому что это, ну, такие плохие ассоциации, и вообще это все ловушка смысловая, бои продолжаются, еще есть возможность выходить у украинских войск, поэтому это все хуцпа и ПСО и какой-то бред. Андрей Владимирович, на этом фоне Зеленский собирает совещание и говорит там, на этом совещании, что, ну, вообще они считают орешки, сидят. Да, орешники считают. Орешки. Вот у них было 3 выстрела, потом сейчас они произвели 6 выстрелов. Малюк говорит, а мы 1 орешник уничтожили. Представляете? Я так как-то... Тут да. у меня 2 варианта. Или нужно срочно чем-то гасить тотальную задницу, которая надвигается с востока, с фронта, то ли они просят орешник. Да, знаете, так, чтобы довести уже до предела. Ну, знаете, это же не проверишь, что там было ли, не было на Капустином Яру. Но такое, некоторые там экзальтированные особы повизгивают восторга, там, ой, орешник, ну так включите мозги, а был ли орешник? Вопрос. Это первое. Второе, то, что ситуация с Покровском и Купянском дело швах. По-моему, мы 2 недели назад говорили о том, что по-хорошему надо сохранить войска и выводить их, поскольку там действительно ситуация, особенно Мирноград, пригород Покровска, там просто, по сути, невозможное снабжение, поэтому перспективы там очень грустные. И тем более, если туда бросают спецназ ГУР, ну, знаете, когда спецназ используется как линейная пехота, ну, это не от хорошей жизни, это маркер ситуации, которая там. Ну, по-моему, я и ранее говорил о том, что вот эти пиар-операции, вот как с заходом в Курскую область, нам очень дорого отольются. И это сейчас происходит. По сути, очевидно тот момент, когда нет дееспособных резервов, и как и с Покровском, когда там 25-я воздушно-десантная бригада держит позиции, а через позиции 32-й бригады зашел противник. Ну, и это, причем это многократно повторявшаяся ситуация. Мы там Арестович считал, сколько раз одно и то же повторяется с охватом флангов. Но, очевидно, у нас генералы уникум, они ничего не пишут. Нет, генерал это, конечно, уникумы, но тут возникает момент. Вообще это совещание сегодняшнее, оно такое специфическое. Там, кроме того, что 1 орешник уничтожили... Буданова нет. Там, кроме того, что Малюк уничтожил чуть ли не половину панцирей Российской Федерации, там, и вообще так, в общем, просто прокатился катком по НПЗ, говорит, вот 90% бюджета Минобороны Российской Федерации это доходы от нефти, нефтепереработки. Я тут решил полезть проверять эти данные, эти слова Малюка. Потом только, ну, как бы на вводную часть наткнулся, понял, что дальше не хочу, и, ну, понятно, что это не так. Ну, вот понятно, что это не так. Да. А зерно, удобрения, реальный сектор экономики. Ну,
Малюку, видимо, нужен все-таки грамотный экономический советник, который бы показал структуру российской экономики. Все-таки она ну, выглядит получше, чем структура украинской экономики, у которой в условиях войны реальный сектор, там, ну, я имею в виду промышленность, упала до 12%. Ну, услуги более 25%. Ну, это нонсенс. Нонсенс. Так а где Буданов был? Буданов, ну, наверное, повел свою спецуру В Покровск. отбивать, да, прорывать окружение. Вот. Но это маркер отношений Буданова и им. У одного есть амбиции, у другого есть подозрения. Типично для украинской политики. Если бы вы работали с Будановым, ну, с точки зрения политики, он же тоже давал интервью, его так вывели пару дней назад. Ну, его слишком много было. Его слишком много было. Его команде, а там вполне, ну, набившие руку ребята, надо, чтобы говорили о нем, чтобы он меньше говорил. Потому что когда глава довольно закрытой спецслужбы превращается в селебритис, едва ли не в звезду шоу-биза, это нонсенс. И это работает в минус. Я задам тогда вот проще вопрос. Буданов там не присутствовал, чтобы потом не комментировать вот эту всю матчасть, которая была представлена Зеленским на этом совещании вместе с Малюком и, в общем, начальником военной разведки. Ну, другой. Все может быть намного проще, мы могли просто не позвать. Ну, Андрей Борисович забыл дать распоряжение, например, и помню, учитывая там, довольно сложные отношения. Получается, подождите, если его могли просто не позвать, ну, гипотетически предположим, что это так, получается, что это было не совещание. Это была, ну, как бы агитка, это была Пропагандистская акция, да. какое-то Да. шоу, Учитывая, да, 95-й квартал. не отрицаю, да. Ну, у нас же каждый президент, знаете, вот был Кравчук, ну, он строил страну, как он понимал ЦК Компартии Украины. Потом Кучма как ракетный завод. Потом Ющенко то ли как пасеку, то ли как колхозную бухгалтерию. Потом Янукович то ли завгар, то ли смотрящий на зоне. И Петр Алексеевич с концерном Рошен. А вот Владимир Александрович, естественно, ну, принес нравы шоу-биза. Вот, и как раз быть, ну, ему важнее казаться, а не быть, и вот это губит страну в конечном итоге. Как вы думаете, Зеленский, который говорит о том, что там Путин в Покровск хочет приехать, и Путина там убьют, ну, как бы намекает Зеленский. Вообще, как он, ну вот, каким образом у него так язык поворачивается у человека, который приезжал кучу раз на линию фронта, имеет фотографии со всех прифронтовых городов, и как бабка пошептала, в этот раз конкретно в тот момент никто не стрелял. Один раз было исключение, и было исключение, когда в Одессе с греческим премьером были, прилетело где-то рядом, там, по порту, там, в полукилометре. Ну а так, тишь да глади, Божья благодать. Как, видимо, были неформальные договоренности, ну, по первым лицам. Не обратите внимание, по, знаете, по местам локального проживания нашей элитки, ну, в Конча-Заспу не прилетают. Ни шахеды, ну, ни ракеты. Ну, поэтому это наводит на определенные мысли. Нет, Поэтому... я просто хочу понять, да. Уже этот джентльменский договор, получается, почил в БОЗе, уже все, то есть... Ну, это слова, это, знаете, это слова, а на уровне действий, ну, приезжал же Путин в Мариуполь, ничего с ним не случилось. Вот, и я думаю, Путин в Покровск спешить точно не будет. Сейчас там, ну, как минимум, вот, Хэллоуин на фронте, он точно
ездить, посещать войска непосредственно на линии боевого соприкосновения точно не будет. Интересно, что вот прямо сейчас приходят сообщения, что вот параллельным курсом есть продвижение в самом Покровске, есть продвижение в Днепропетровскую область у российской армии. Его, понятно, не видят, не признают, говорят о том, что, ну и Зеленский, и все говорят о том, что это ситуативная какая-то история, мол, не обращайте внимания, но люди как бы внимание обращают. Потеря Покровска. Что она будет означать политически для Зеленского, особенно после вот такого потужного совещания? Да, да, политически оно ему ровным счетом ничем не грозит. Вот, да, это у людей осадочек останется, но он будет говорить ровным счетом одно и то же, даже если бои будут где-то в пригородах. Подождите, это что, если условно вот эти там 5, 10, ну там разные оценки называются, 1 котла, 2 котла, 3 котла, Мирноград отдельно, Покровск отдельно, Купянск отдельно. Это что получается, если военнослужащие попадут в плен, их объявят в СЗЧ, этот плен не будут признавать? Нет, безусловно, этого не будет. А вот что касается котлов, ну, нет таких вот котелов по аналогии в Отечественной войне. Когда немцы довольно плотно закупоривали котлы, там и действительно там, несколько случаев, в Газе, которые довольно плотно закупоривали. Там, ну, сейчас на линии фронта довольно разряженные боевые порядки. Да, будут очень большие потери в технике, в вооружении, но большая часть людей там, тропами, полями выйдет. Специфика такого положения. Потерями, но выйдет. Другое дело, что это давно надо было сделать, чтобы не повторять ошибки Авдеевки, Угледара и давние истории еще 15 года сгибались, которые многие уже позабыли, но там точно так же предупреждали, говорили, что угрожающей ситуации нет до последнего, ну, политическая целесообразность его величества. А военной необходимости, вот, такие мелочи и сплетаются в такую грустную картину, которую мы видим. Значит, понеслись новости из Америки. Вот прямо сейчас. Мы в прямом эфире, друзья. Сейчас 19:31. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях. И ну, большое спасибо всем за то, что присоединяетесь к трансляции. Полетели новости из Америки. Это, конечно, нечто. Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине ракет «Томагавк». Окончательное, правда, решение теперь за Дональдом Трампом. Так утверждает телеканал CNN со ссылкой на некоторых неназванных должностных лиц в США и Европе. Ну, а главная топ-новость часа закрывает Америка воздушное пространство над Пуэрто-Рико. Есть уже конкретно обозначены прямо на карте с 29 октября, ну, то есть с позавчера, на севере Венесуэлы, зоны, где усиленно работают GPS, что-то готовится, а выходит член комитета Сената США по вооруженным силам Хименес и говорит: Венесуэла будет свободной. Неужели Трамп сунется? Вполне. И это, да, это вполне определенные разведпризнаки, готовящиеся боевых акций в отношении Венесуэлы. Если летом я был скептиком в отношении такой акции, ну, учитывая там, перспективу номинации на Нобелевскую премию мира, то сейчас, судя по всему, на фоне не очень радужных результатов и общения Трампа с товарищем Си, и того, что он оказался без козырей, не рассчитывал зайти на встречу с козырями, в виде договоренности с Путиным. Нет, не срослось, не получилось. Ну, значит, тут еще и внутри Соединенных Штатов шатдаун, уже там 30 дней, еще 5 дней, и будет побит рекорд первой каденции Трампа, когда 35 дней был шатдаун. А это чревато большими потрясениями. Нужна маленькая победоносная война. Судя по всему,
Трамп остановил свой выбор на Венесуэле. Ну, человек, который там сколько, 7 войн остановил. Вашингтон-Пост публикует, что Мадуро обратился за помощью к России. Прям письмо написал. Поможет ли Путин Мадуро? Как вы думаете? Ну, может быть, материально туда прилетел Ил-76, который ранее возил оружие по всему миру. Из земли. В столице Венесуэлы, на аэропорту столицы Венесуэлы. Но я думаю, на большее суд это возможно, морально поддержит, материальная поддержка была ранее, поскольку Венесуэла получала российское вооружение и в значительной степени венесуэльская армия там, пополняла свои оружейные запасы за счет российского оружия. Кстати, у венесуэльцев до сих пор на вооружении F-16. Это еще получили в 90-е. До сих пор летают наряду с ними. Вот. Поэтому посмотрим, посмотрим. Я думаю, все-таки вероятность такой специальной военной операции в Венесуэле со стороны Соединенных Штатов радикально выросла. Так а в чем смысл специальной военной операции? Смена власти, чтобы Мадуро сбежал или как Альенде там застрелился в президентском дворце. Ну, не мифические же какие-то партнеры. Смысл, глубинный смысл. Венесуэльская нефть. Одна из ключевых по запасам нефти, по объемам добычи. Вот люди гибнут за металл и за нефть. Андрей Владимирович, если мы попробуем понять Трампа, ну, понять и простить, хотел я сказать, да? Ну, не буду. Ну, вот смотрите, то есть турне по Азии, встреча с Си Цзиньпином, вроде поговорили, вроде как... Очень странный саммит в Кенджу, я скажу. Ну, вроде как поговорили, ну, поговорили уже хорошо, знаете? Ну, вот так это все трактуется. Типа, а могли бы вообще не встретиться, так это было бы плохо. А так, смотрите, хорошо, встретились. Фантастическая встреча. Для мировой экономики это хорошо. Но для Трампа это плохо. Он явно не может себе там звездочку нарисовать. После этой встречи Белый дом сообщил о том, что, в общем, Трамп уходит на длительные выходные. Под эти длительные выходные развивается вот эта вот история с Венесуэлой. Получается, Трамп такой уйдет на выходные, раз там операция, в общем, пройдет в Венесуэле, выйдет с выходных, и вот уже, смотрите, победа. И заодно и Путину покажет, что нужно было там, помните, там, за неделю, за 3 дня, а не за 4 года проводить свои военные операции. Странное поведение все-таки у Трампа в этом отношении. Ну, в отличие от нашего президента, но он не примеряет наполеоновскую треуголку. Военное командование спецслужбы, судя по всему, это припоручено. А вот то, что вот это турне по Азии довольно утомительно. Часовые пояса, переклиматизация, ну и непростая, я думаю, была беседа с Си. Вот, ну, то, что не побили горшки, уже хорошо по мировой экономике, поскольку перемирие на год продержится ли на год, есть определенные сомнения, но пока, во всяком случае, сигналы обнадеживают. Мы откатили тарифы китайцам на 10%, в принципе. Это обеспечивает рентабельность китайского экспорта. Китай дал добро на экспорт редкоземельных металлов, чего не доставало американскому ВПК и электронной промышленности. С другой стороны, Китай будет покупать сою, американскую сою. Для Трампа это важно, поскольку редники, электорат республиканцев, редники из Айова, Айдахо, разных штатов Среднего Запада. И, наконец, по фентанилу, там, ну, по прекурсорам, китайским прекурсорам, это медь – это блюдо, которое подается холодно. Китай не забыл столетия унижений, не забыл опиумных войн. Ну, что делала Британия, чтобы изменить вот этот дисбаланс, отрицательное сальдо в торговле с Китаем.
Ну, птичка у китайцев вот, гигантских количеств. В Да, общем, вот как... скурилась вся страна. Вот. Но в целом для Трампа, ну, явно это американские медиа ну, довольно скептичны итоги вот этого Да, саммита. Андрей Владимирович, у вас что-то с микрофоном, скажем, гуляет звук, то громко, то тихо. Посмотрите, пожалуйста, в настройках. Ну вот, как бы вот, может быть, в самом зуме это он там решил немножко повыображать. Наверное, это Zoom, потому что компьютер MacBook новый, поэтому, Тут в какая-то принципе, идет другая какая-то история. Видимо, он там пытается хватать, ну, так какое-то или шумоподавление, или что-то еще. В общем, работает немножко некорректно, и зрители пишут. Спасибо, друзья, что замечаете. Пишите, пожалуйста. Я должен вот что сказать по этому поводу. По поводу того, что о чем сообщил выше, значит, да, Пентагон одобряет поставку Украине томагавков. Все теперь зависит от Трампа, сообщает CNN. И Polymarket. Polymarket. Ставки на передачу томагавков до конца года резко пошли вверх, больше 23%, а было 10 каких-то. Фактически сравнялся уровень ожиданий с тем ожиданием, когда, помните, вот Зеленский ехал, вот это все, то есть опять пошла вот эта риторика. А что такое? Это ну ответ... и 23% это низкая вероятность. Это да, это Не-не-не, как так раз, что такое? Это потому, что Путин буревестник, ну, естественно, смотрите, Посейдон. ведь вот это в игре мускулами Трамп выбрал такой вариант силового ответа, но поскольку американцев программа Sentinel, это модернизация ракет Minuteman, она упорно буксует годами, у них проблемы с модернизацией ядерных боеголовок, там приходится пересобирать старые. Вот. И когда Трамп говорит о том, что у нас первый, Россия второй, а Китай третий, но он догоняет, ну, по-моему, он немножечко так, для Соединенных Штатов приукрашивает. Мне кажется, как раз Кремль он активно занимался модернизацией ядерных отрядов, в том числе и он сделал то, с чем американцы немножечко запоздали. Почему? И, по-моему, ситуация скорее Соединенные Штаты по ядерному потенциалу, возможно, вторые, а вот китайцы второго, похоже, в ближайшую пятилетку таки догонят, учитывая те темпы. Ведь у нас очень мало знают про Китай. Ведь никто не обратил внимания, прошел пленум ЦК Партии Китая. А Китай ведь это коммунистическая страна. Это у нас там борцы с коммуняками, декоммунизаторы всевозможные, ну, пустой головой. А у Китая вполне очевидные стратегические цели. Во-первых, добиться независимости экономики, китайской экономики от внешних факторов. То есть, чтобы даже в случае, что какие-то санкционные ограничения, закрытие рынков, чтобы ну, китайская экономика устояла. Ну, на фоне того, что Китай, по сути, сегодня это фабрика мира, которая в гигантских количествах производит все, начиная от зажигалок и заканчивая автомобилями. Вот как шутят злые языки, Бог создал мир, а все остальное произвели китайцы. Но товарищ Си поставил задачу, чтобы вот оградить Китай от влияния вот этих внешних факторов. Ну и магистральная цель построить среднезажиточное общество. И я скажу, что вот чем не откажешь китайцам, мне бы не хотелось оказаться жить в Китае с его социальными рейтингами, с цифровым концлагерем, но Китай видит свою стратегию и последовательно движется в этих рамках. Вот. То, что 200 миллионов китайцев живут вполне так среднезажиточно, достаточно тех, кто бывал еще до войны на неделях моды в Милане, ну, могли бы в этом легко убедиться. Вот. То, что у китайцев появился довольно такой
такой обеспеченный средний класс. Да, миллиард живет по-прежнему бедно, но у них не стоит вопрос найти чашку риса. Ведь в 70-е годы над Китаем по-прежнему висел дамоклов меч голода. И то, что Китай активно сегодня занимается программами космического освоения космоса, очень сильно продвинулся в судостроении, говорит о том, что амбиции у Поднебесной очень и очень велики. Мы просто имеем весьма отдаленное понятие, насколько далеко они простираются. Но поверьте, это возможно с этими амбициями столкнутся наши дети и внуки. Смотрите, тут какая история. Значит, Бессент, Financial Times, дает интервью. Говорит, что соглашение с Китаем будет полностью подписано на следующей неделе. США найдут альтернативу редкоземам из КНР в течение 2 лет. Вашингтон, Пекин достигли равновесия и будут действовать в рамках достигнутых договоренностей следующие 12 месяцев. Получается, договор, ну или соглашение на год. подпишут на годик. Ну вот так. Да. И перевод бизнеса TikTok под контроль США полностью согласован, и все может произойти очень скоро. Я просто напомню всем, что там половинчатое все-таки решение, требующее финализации, да, чтобы друзья Трампа и его родственники во многом получили пакеты с акциями этой компании. Ну, американцы хотят на роток TikTok накинуть платок. Это понятно, что влияние таких социальных медиа, как TikTok, ну, трудно сегодня привлечь. В ряде стран TikTok как раз стал решающим Послушайте, а инструментом. почему, мне вот интересно, а почему Россия не накидывает платок на роток ТикТок? Там даже Телеграм, там, ну, ходят, судачат, что будут как-то вообще убирать со следующего года или со второй половины следующего года. Ну, то есть Телеграм, да? Ну, вот ТикТок свободно, пожалуйста. Китай же дружественная страна. Ну, китайских товарищей. Учитывая то, что, допустим, по таким щекотливым моментам Москва может с Пекином договориться относительно ТикТок. Ну, ТикТок в последнюю очередь. А вот, да, Телеграм, ну, контроль над социальными медиа в России радикальный. И то, что пример Татьяна Монтян, которая активно блогерствовала. Я думаю, что, скорее всего, из информационного поля Татьяну выбили. Не знаю, чем закончится расследование, но ее информационная активность 100% радикальна. Ну, со своим уставом в чужой монастырь не лезет. А многие привычки работы в украинском информационном поле у многих наших бывших соотечественников остались. Нет, ну там же вроде как все проще. Не надо воровать на сборах, ну, на донатах. Но это можно любому. У нас по целому ряду распиаренных волонтеров, которые уже являются лидерами мнений, блоги в топе украинском товарищ. Если посмотреть, куда и на что они тратят деньги, в каких объемах, то тоже могут возникнуть вопросы. То есть, очевидно, возникнул в этот момент конфликта между Татьяной и так называемой охранотой, ну, которая все-таки куда ближе к генеральной линии, шагает в ногу. Выбор здесь был очень. Ну, нашли уязвимость. И квартира, я думаю, у нас тут свое, знаете, вот мало кто, я не думаю, у вас никто не поднимал эту тему в эфире, у нас потенциально вырисовывается новый Гангадзе. Исчез блогер Владимир Бондаренко, который был известен своими довольно резонансными расследованиями. То есть у него были хорошие инсайдеры, ну и вполне грамотно
профессионально подходил к делу. Но вот неделю ни слуху, ни духу. Facebook аккаунт зачищен. То есть это маловероятно, что его там прихватил бы ТЦК и защищал его Telegram аккаунт, Facebook аккаунт. Telegram, да, пока сохранился, но человек ни слуху, ни духу. Вот злые языки говорят о том, что конфликт с руководителем департамента клевал Рубеля департамента стратегических расследований полиции. Это бывшая шестерка управления по борьбе с организованной преступностью, теперь там переименовано департамент стратегических расследований. Но это не исключаю такого варианта, что есть же такое понятие, как ментовские войны, когда кого-то надо убрать. Но история темная. История темная, и я боюсь, что может в мартирологии украинских журналистов появится еще одна. Не хотелось бы, но такого не отбрасывать. Нет, Но ну все молчат. это такая... Только Стас, по-моему, только Стас Личинский поднял эту тему вот за последние дни. Там еще пару человек, неизвестно. А остальное молчок. Да, Никто не пишет, помните, значит, 25 лет тому назад надо. Значит, смотрите, дорогие друзья, значит, будем решать что-то со звуком у Андрея Владимировича. Ну, это дело как бы такое, может аппаратное, может интернетное, потому что Андрей Владимирович вообще без света, может это как-то влияет, чего-то куда-то наводится. Давайте... Это все работает. Ну, смотрите, как бы есть плавающий такой сигнал от вас, да, очень и очень такой резкий и плавающий вверх-вниз по поводу настроек. Именно, да, вот как работает микрофон в программе. Значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего эфира. Спасибо очень большое, да, значит, пользовательнице за то, что она в поддержку канала поддержала. Добра и скорейшего мира всем желает. Действительно, мы этого все очень желаем. Подведем итоги нашего сегодняшнего вопроса и перейдем к вашим вопросам. Если бы вы решали, что нужно сделать с людьми, которые перевернули бус с ТЦК на 7-м километре в Одессе? 2% посадить, 3% мобилизовать, 3% ввести санкции, лишить гражданства, 92% наградить, отблагодарить. Да. Вполне ожидаемо. Я бы хотел, знаете, вот о чем вот за финальную стадию основной части программы с вами поговорить. Андрей Владимирович, так а что это за решение огородить Пушкина? Ну что это за, Нет, понятно, что там Шевчук пел «Ах, Александр Сергеевич, милый». Ну что же вы нам ничего не сказали? Понимаете? Шевчук пел другим. Мы бьемся насмерть во вторник за среду, но не понимаем уже четверга. Вот Киперу надо продемонстрировать. Подождите, а при чем здесь Кипер? Именно он застрельщик. Нет, давайте, подождите, есть Лысак, есть Лысак, который пришел и сказал, будем наводить порядок. То есть, уборкой заниматься. Вот они и убрали. Обнесли памятник Пушкина как бы вот этими фанерами. Главным идейным вдохновителем всего этого блядства, простите за выражение, выступал Кипр. Вот. А уже, как говорится, новоназначенный чекист из Днепра уже подстраивается. Будем убирать. Убрали. Я думаю, когда уберут доски, то памятника Александру Сергеевичу нет. Но, знаете, такое ощущение, что кто-то поставил задачу сделать так, чтобы действительно было совершенно по барабану, там, чей флаг над мэрией. И формировать соответствующие отношения к Украине. Если это так, то Кипр действует вполне успешно. Мой километр и политика там по сносу памятников, переименованию улицы и борьбе с памятником Пушкина вполне в это вписывается. А как это защитит Одессу? А никак.
Но А, Труханова, смотрите, Труханова отправили сегодня на круглосуточный арест домашний. это ж с Трухановым это отдельная тема. Это показательная порка, вот как с коломойским олигархом показали. То есть каждый сверчок знает свою шестерку. Так и с Трухановым напомнили о том, что невзирая на то, что глав местного самоуправления, мэров избирали горожане, то на них управа может быть. Вот. И тем более, ну, притянутая за уши статья служебных халатов. Ну, если говорить о халатности, что говорить тогда о обитателях банка. Их там накануне были с шашлыками, и там, как. Халатность, повлекшая гибель тысяч людей. Ну, так, жаль. Праву фиолетово, если норма права, если мы говорим о служебной халатности, там, президент, мэр. Но Труханова важно было вывести из игры, ну, слишком сильно не карая, поскольку Труханов демонстрировал полнейшую лояльность Киеву, то есть он не фрондировал, он так где-то вот там, естественно, чтобы не раздражать одесситов, он саботировал наиболее идиотские инициативы, там, что касается там, памятников и так далее, но дальше не шел. А вот под домашним арестом, да, так, вполне, чтобы он, не дай бог, еще там не лишил обиженного плохой власти, ну, как это очень часто бывает. Но он же таких любит. И да, я не сомневаюсь, если бы выборы мэра Одессы прошли в ближайшее воскресенье, на них бы победил Бутурлыханов. Ну, там да, догоняют вслед, там еще и какого-то из депутатов горсовета ему вспомнили, 2014 год. То есть там уборка МСАК, как яркий представитель Гребни, будет заниматься усердно. Да, значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо за то, что с нами. У нас 12 тысяч, около этого, чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Поставьте, пожалуйста, лайк. Значит, вот такие вопросы мы получили. Начнем с клуба сообщества, закрытое сообщество в Телеграме. Андрей спрашивает: Андрей Владимирович, как можно восстановить Украину после войны, если нет никаких ресурсов? Земля, недра проданы, промышленность еще до войны разграблена, инфраструктура уничтожена войной, народ разбежался. Если что, я забыл, то уверен, что это учтено в столетнем договоре с Британией. А какой выход из этого? Украину ждет средневековье? Ну, тенденция, выход всегда есть. И были примеры стран того же Сингапура, у которого не было даже пресной воды, приходилось танкерами возить, как состоялось. Вопрос в том, что с такой элитой нас ждет руины и цивилизационная воронка, скатывание в архаику, всеми вытекающими отсюда опасностями. И знаете, если у нас экономика на уровне стран, экономические показатели на уровне стран третьего мира, то, и, соответственно, у нас и политика будет, социальные отношения будут такого же. Это не обманешь. Сообщество YouTube. Мирослав, здравствуйте. Кто должен лишиться власти, чтобы война в Украине прекратилась? Президент, канцлер или король? Спасибо. Может быть, все-таки начать с первого. Может, какой-нибудь глава офиса? Ну, иногда очень часто преувеличивают вес и значение главного визиря страны. Но все-таки любому аналитику понятно, что можно быть либо частью решения проблемы, либо стать частью проблемы. У нас мы наблюдаем второе. Андрей Попович, вопрос. Еще до недавнего времени было много разговоров о риске распада и раздела Украины, но с приходом Трампа все затихло, все перестали об этом говорить. Угроза исчезла. Нет, не исчезло. И посмотрите, сейчас скандал какой-то из гадательниц на картах Таро, то есть требует открыть уголовное дело, то, что она там напророчила, то, что Украину поделит. То есть, ну, вероятность того, что
ну, Украина окажется разделенной на оккупированную Россией часть, ту часть, где, скажем, будет такой, промежуточный вариант, который будет нейтральной, и та часть Украины, которая будет под опором Европейского Союза. Вот, ну, по-моему, Владимира Владимировича Жириновского, которого там номинировали на одного из пророков Отечества, который очень часто там поднимает его старые видео, он об этом говорит. Но только не он. Но я напомню, потому что многие забыли о том, что в 91 году активно с идеей еще до Медведчука, задолго до Медведчука выступал один из лидеров национально-демократического движения в Украине, лидер Народного руха Украины Вячеслав Черновол, который говорил о необходимости федерализации Украины. Может пойти по разному варианту, то есть, но то, что уже разбитое не склеить, это совершенно очевидно. Скажите, Андрей, а все понимают, что на новых выборах никто из тех, кто был, доверия не вызывают от слова совсем? Вопрос, сможет ли украинское общество излечиться от смертельного вируса или их перемолит война? Спасибо, всем добра. Нет, не сможет. У нас люди по-прежнему обманываться рады, а желающих их обмануть, по-моему, в избытке. И каждый выбор, я слышу, вот в этот раз нас уже не обманут. Но благополучно. Просто актеры приходят более талантливые, которые очень убедительно, тут не придерешься, которые выходят там, красивыми заявлениями о том, что хочет построить страну, в которой люди захотят вернуться, а по факту имеем страну, из которой люди правдами и неправдами бегут сотнями тысяч, миллионами. Вот это слова. И на эти слова люди купились, поверили, ну, а вот делали. И в очередной раз эта история повторится. Если это будут выборы, они их видимость и эмуляция под заданный результат. Такое тоже высоковероятно. Ну, это сегодня адвокат, проходивший свидетелем по делу Тупицкого, мобилизовали его, и он как Ну, дал по газам на пункте пропуска в Закарпатье, и, в общем, пробил шлагбаум и залетел на ту территорию. Ужас, что, представляете, штурм, прорыв границы. а сколько, у нас почему никто не называет, вот, там есть журналист Виталий Гнилова, сошлюсь на него. 15 военнослужащих ЧОПского погранотряда, бросив оружие, ушли за кордон. В Венгрию, Словакию. Нормально так. Граница на замке. Вот, Александр, такая краина мрии у нас получается. Александр задает вопрос. Андрей Владимирович, зачем Зеленскому под Киевом новое Межигорье? Или у нас, у народа настолько плохо с шансами, раз Зеленский затеял эту стройку? Не, ну, дело в том, что каждая власть считает, что у них все хорошо, что они будут у кормила власти вечно, и даже если не вечно, то договорятся там, в гарантиях. Янукович так тоже был. И более того, я скажу, в 2012 году, вот, в 2012 году, там, после Евро, один из молодых регионалов, там, со святой уверенностью в глазах убеждал в том, что там до 30-го года все расписано. Уйдет Витя, придет Саша, вот там у нас все уже не забетон. Вот, никаких вариантов. Ну, через год случился Майдан. Александра делится впечатлениями, говорит, все эти потужные новости из США с томагавками, Венесуэла и интервью Бессента похоже больше на антикриз, чтобы быстренько перебить в Да, медиа, в прессе полный провал Трампа. конечно, конечно, абсолютно верная оценка. И обратите внимание, что Трамп там разнятся в одних сообщениях, в том, что после встречи с Си Цзиньпином, другие перед встречей, отдал распоряжение возобновить ядерные испытания. А это, ну, как бы там ни было, это возврат в формат холодной войны. Нехорошая вещь. Это, естественно, риск. Вот, часы судного дня затикают. Вот, и заметьте, только в 96, после 96 года только КНДР проводила ядерные испытания, сегодня ни Россия, ни Соединенные Штаты не проводили. А тут распоряжение Трампа,
Логика в этом есть, иногда надо проверять, что у тебя там в арсеналах, но шашки, конечно, нехорошие. Ну, а распоряжение Пентагона о томагавках – это элемент такого давления. То есть, если вы так, то и мы так. Ну, это же не означает, что эти томагавки будут. Ну да, 23%, но тем не менее. На полимаркете, но это эти вот, с точки зрения вероятности, это вероятность низкая. Потому что томагавки будут по-любому. Вопрос. Андрей, Людмила задает вопрос. Как вы считаете, зачем раздувается ситуация с АЭС? Ведь известно, что внешнее питание необходимо АЭС, которые не работают или в простое, в холодном режиме, Чернобыльская, Запорожская, а работающие АЭС питаются от трансформаторов собственных нужд, так называемых ТСН, находящихся непосредственно на атомных станциях. Спасибо, берегите себя. Да, ну я же небольшой эксперт в энергетике. И опять же полагаюсь на мнение компетентных. Но заметно то, что в информационном поле постоянно идет игра вот на нагнетание страха. Вот эти, вы помните, мы говорили о психологических качелях. От надежды к закошмариванию людей. Надежда закошмаривания. А когда человек находится вот, в таком, его выводит из равновесия, им легко манипулировать. Поэтому, мне кажется, тут вполне такой политтехнологический резон. Вот, ужас, там, дай бог взорвется АЭС, хотя там все-таки АЭС строились людьми компетентными, образованными, профессиональными, и там запас прочности достаточно. Даже если на какое-то время выйдут из строя линии электропередач, есть генератор, в конце концов. Я думаю, что с атомными электростанциями тут ничего не случится. С подстанциями, с линиями электропередач очень высоковероятно. А вот АЭС трогать, наверное, не будет. Так, переходим в чат трансляции. Значит, здесь вопрос. Была ли реакция Китая, когда Украина объявила декоммунизацию? Спасибо. Кстати, очень интересный вопрос. Я не слышал такой реакции. Китайцы, знаете, не было. Китайцы очень индифферентно внешне, то есть они нет, в духе Владимира Зеленского товарищ Си Цзиньпин лидировать не будет, но осадочек у китайских товарищей очень давно. Но осадочек не только от декоммунизации, от того, что китайцев кидали как мадяр, а в миру Роберт Броуди вот, может рассказать, куда пошли деньги китайского кредита. Но китайцы украинское зерно не получили, а деньги китайцам так и не вернули. Потом был кидок с Мотор Сичу, я там понимаю, что да, там их промышленные их интересовал технологии Мотор Сичи по авиадвигателям, для них это была больная тема, то есть тут не из самых добрых намерений, то есть логика понятна, вот, но все это формирует отношение к Украине как к стране, где традиционно всех обманывают. Вот, а китайцы, ну, такими не думают. Так. А декоммунизацию, ну, если бы, как говорится, держали слово, китайцы бы закрыли глаза. Они очень прагматичные люди. И на такие внешнюю мишеру не обращают внимания. Ну и понятно, нельзя обижать товарища Мао и товарища Си. Значит, вопрос сложный, но вы понимаете, что реально никто, кроме России, не будет вкладывать деньги в восстановление Украины, пишет пользователь. Ну, но это тоже предположение. В этом случае, учитывая масштабы разрушений, я дико сомневаюсь, что в Донбассе что-то масштабное. Ну, шахты будут, нет. В России с углем создавать. А Донбасс это был один из немногих регионов с гигантской концентрацией пролетариата, рабочего класса. Вот, где все эти предприятия. Оно потихонечку добивали, маргинализировали этот донецкий пролетариат еще при Украине. А тем более, ну, я не думаю, что туда пойдут гигантские инвестиции, восстановят предприятия, слишком велики масштабы разрушений.
То есть Запад в план Маршалла я не верю. Как они, план Маршалла для Украины. Да. По-моему, мы убедились в том, что у европейских партнеров между словом и делом дистанция гигантского размера. Вот, а с Россией это предположение. Да, вот, звучит такая мысль, что кроме России там никто восстанавливать не будет. Но это опять же, это предположение. Оно не стоит еще твердо точно. Россия передала Венесуэле циркон, США томагавк Украине, томагавк РМД, в ответ ядерка. Как расцениваете такой сценарий? Ну, это, опять же, предположение о том, что с чем-то Ил-76 прилетел. Я думаю, все-таки важнее не циркон. Одна, две, три ракеты, они ничего не решат. Даже если э, там, щелкнут там американские авианосцы. Ну, авианосец потопить это, катастрофа. Тем более американцы корабли строили во Вторую мировую войну, это было доказано, когда даже выгоревшие дотла авианосцы там, держались на плаву. А вот зенитные ракеты, да, вполне возможно. Но то, что Трамп выбрал вариант силового ответа, да, это возрастает вероятность того, что Украина что-то может получить. Но я не думаю, что томагавк. Вот если выбирать, э, что важнее, развединформация, спутниковая информация, которая передает Пентагон, командованию ЗСУ и украинскому ВУ, или томагавки важнее развединформация. Не, подожди, томагавки это означает, что развединформация будет точно. Да, нет, вот куда весомее. Нет, томагавки это хорошее дополнение к развединформации. Да, То но есть, и смотрите, томагавки, вы изначально нас просто заводите в неправильную логическую историю. То есть томагавки или... А томагавки они без развединформации, ну, и они не дадут. да, они невозможно, да, невозможно применять, но мне кажется, все-таки важнее. Вот что приоритетнее. А вот томагавки эффективны, когда их запускают роем стаи, поскольку тогда ему дается один, два, три собьют, вот, но остальные достигнут цели. А когда томагавки поставляются штучно, там, ну, десяток, два десятка, они вряд ли что-то изменит. Да и количественно, сколько ракет запустила Россия по территории за три года войны. Ну, разные цифры называют. 12-15 тысяч. Начиная от Орешника там, по Южмашу и заканчивая С-300, ну, которые используются как баллистические ракеты. Крылатые ракеты, Искандер, ну, вполне серьезное оружие. Вот. Но что это поставило Украину на колени? Нет. Точно так же, если Украине дадут 100-200 томагавков, что это изменит? Будет еще несколько таких переможных роликов и релизов ответным там, на войну. Значит, друзья, тут возмущается Черкизон сравнил с ТЦК, не с ТЦК, с 7 километром. Это нормальное сравнение. 7 километр и Черкизон это да. Значит, Саня, подумай, какой глупый ход. Собирается нападать на Венесуэлу, а дает томагавки, типа шантажом попахивает. Ну, Но такое. еще не дает. Это пока только шантаж, это политическое давление. Но томагавки еще никто не дал. То есть обещать не значит женить. Да подождите, давайте начнем с того, что и Венесуэле еще никто ничем не помог. Да, еще никто ничего не дал. Это опять же предположение. Циркон, ну давайте не питаться объедками с чужого информационного стола. Тем более, что мы прекрасно понимаем, ну опять, тут непонятно, кому верить. Смотрите, пресса, которая написала о том, что Трамп будет атаковать вот-вот-вот, уже вот-вот Венесуэлу, это пресса, которая топит Трампа. Демократов. Им так надо, понимаете? Да. Белый дом да. там публикует видео о том, что привидения летают, Хэллоуин, это все демократы, такие-сякие. Понимаете, а пресса топит Трампа. Сам Трамп в самолете, к нему подошли, он говорит, я не буду бомбить Венесуэлу. Ну вот, говорит, нет у меня таких планов пока. Но это все уже обсуждают, уже понеслась, и уже там этот Трамп, он там тихонечко где-то звучит по этому поводу вдалеке, понимаете? Да. Войны никто не хотел, война была неизбежна.
Значит, друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели наш сегодняшний эфир. Больше 12 тысяч нас было онлайн. Хороший показатель для пятницы вечером. Пожалуйста, поставьте лайк. Напишите, что думаете в комментариях. Просим технические неурядицы прощения. Все исправим ровно к следующей пятнице. Андрей Владимирович, спасибо за время и мысли. Взаимно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Ссылочка в описании. Все как всегда. Берегите себя и друг друга.